Отвечу. Почему у человека появляются грыжи? Все это связано, как ни странно, с многими факторами. Сюда может идти избыточный вес и так далее. Но есть одно условие, оно связано с исследованиями, которые были проведены профессором Мюллером в свое время. Это было в 2013 или 2012 году на кафедре, неважно, в общем. Значит, когда проводились исследования, то нашли закономерность. Эта закономерность заключалась вот в чем. Оказывается, у людей, у которых уменьшалось количество кальция в кости и количество магния в кости, то есть развивался методично остеопороз с возрастом, у тех людей количество проблем, которые возникали с опорно-двигательной системой, конкретно возникновение грыжи, увеличивалось, и такие люди в дальнейшем начинали более чем остальные болеть заболеваниями опорно-двигательной системы, суставов, а также у них зачастую появлялись грыжи Шморля, а также листозы, протрузии и все остальные болезни. И здесь такой вопрос. Куда мы деваем кальций? Куда он, в общем-то, девается? Нужно всегда помнить, что кальций является, первое, участвует в процессе трансмиттеров, нейронов и мозговой деятельности. Таким образом, можно сказать, что и нервных тканей. То есть он фактически является тем веществом, которое участвует в передаче нервных импульсов. Второе. Таким образом, можно сказать, что в случае, если у человека не хватает кальция, то человек будет больше апатичен, у него не будет сил, он будет входить в состояние тревожности, у него будет усталость, будет тяжелое состояние депрессии. А вы знаете, что есть исследования, которые говорят, что если увеличить кальций, в случае, если принимать кальций дополнительно, то у человека улучшается сон, улучшается настроение, снижается вес. Повышается вес, если необходимо. У человека исчезают боли в суглобах, боли в мелких сосудах. У человека исчезают заболевания опорно-двигательной системы и очень часто связанные как раз с шейным отделом и с пояснично-крестцовым отделом. Как это обычно все происходит у нас? Когда человек начинает активно думать, не так, смотрите, человек на ночь ложится спать. И когда он ночью начинает спать, его нервная система восстанавливается. Наша нервная система, она для того, чтобы восстановиться, нуждается в определенном количестве глюкозы, которая практически 30-40% всей глюкозы, которую человек потребляет на протяжении дня, расходуется у нас в коре головного мозга. Очень часто эта глюкоза, она может формироваться вторично, то есть из кетоновых тел, из молочной кислоты, за счет почек, за счет нашей печени. И это напрямую действует на восстановление нашего мозга. Именно поэтому я часто говорю, товарищи, на ночь обязательно занимайтесь активно физическими упражнениями. Тогда не будет аппетита сильного, сможете вечером себя лучше чувствовать, пропускать ужин, лучше спать и так далее. Но здесь не стоит забывать о том, что в случае, если вы спите, то ваш мозг нуждается в увеличенном количестве кальция на ночь. И это недостаточно только D3, потому что это одна из разновидностей кальция. А нам необходим самый настоящий кальций. Поэтому в случае, если у вас проблемы с опорно-двигательной системой, если вы худеете или очень поправляетесь, если не можете успокоиться, не можете заснуть, если у вас ощущение, если у вас уже есть остеопороз, деформация суставов, вам необходим дополнительный кальций. Как это происходит? На ночь человек смотрит информацию, переживает, за счет этого выделяется кортизол, минералокортикостероиды не формируются, и человек не восполняет количество своего кальция. Плюс очень часто человек принимает успокаивающие препараты. Дальше блокаторы кальция, антагонисты бета-блокаторы, антагонисты адреналина. Очень часто принимают статины, что мочегонные препараты. Это все влияет на недостаточность и понижение гипофункцию кальция в нашей крови. Всхлипывания внезапные, когда человек, допустим, лежит и у него внезапно такой спазм появился, ларингоспазм, то есть вот на ровном месте.
храп, далее, очень часто, кстати. Это все является следствием недостаточного количества кальция. Моя рекомендация, если у вас есть данные проблемы, начинайте восстанавливать кальций в костной системе. Если у вас судороги появляются, если у вас пониженные тромбоциты, если у вас судорожные проявления в ночное время, если у вас есть проблемы, связанные с засыпанием, с ожирением, не можете похудеть, худеете, покатые плечи, дальше сутулость, пьете много кофе, курите много сигарет, не принимаете в большом количестве продукты питания, которые должны восполнять кальций. Какие это продукты питания? Это кальраби, это молочные, производные молочным продуктам, это творог. И очень часто, кстати, мы, потребляя творог, не получаем кальция. С чем это связано? Связано с нашей повышенной кислотностью. В случае, если у человека не нормальная кислотность, а повышенная, либо пониженная, то человек не будет дополучать кальций. На сегодняшний день есть проведенные исследования, где говорится о том, что человек старше 40 лет имеет проблемы с недостаточностью кальция в организме. Почему? Многие из нас не любят творог, не любят молоко, не едят там, допустим, капусту, не едят миндальные орехи, не едят бобы. Кстати, заболевания опорно-двигательной системы и заболевания позвоночника конкретно в странах, где более всего употребляют бобы, такие как Египет, страны Африки, где любят фолии, ее постоянно употребляют, Израиль в том числе. Считается, что количество заболеваний, которые связаны с позвоночником, меньше, чем во всех других странах. С чем это связано? С достаточно большим употреблением кальция. Мой вам совет, как необходимо восстанавливать нашу... у меня даже такие были моменты. То есть девочка с паническими атаками, внезапно наступающими, обратилась ко мне. Я заметил, что девочка условно страдает тем, что ограничивает себя в употреблении пищи. Поговорив с ней, стало понятным, что у нее истощение нервной системы, нервозность, беспокойство, она о будущем переживает, она не может спать, нарушение циркадных ритмов. У нее болезненные месячные, кстати, тоже недостаточность кальция. Дальше внезапные панические атаки с вспотеванием. После чего я ей не назначала седативные препараты, нейролептики и транквилизаторы. Я ей назначил обычный кальций в виде цитрокальцимина, это мой препарат. Она принимала цитрокальцимин на протяжении 10 дней по 1 чайной ложке 2 раза в день, утром и вечером. После чего также ей назначил магний, который необходимо принимать в обед после 2 часов дня. Этому тоже объяснение есть. Кальций с магнием одновременно принимать нельзя. Я ей назначил прием данного препарата утром и вечером. При этом ей сказал, что на ночь она должна принимать еще 1 чайную ложку меда на 1 стакан теплой воды для восстановления центральной нервной системы. Принимая мед, цитрокальцимин утром и вечером по чайной ложке и принимая в обед магний на протяжении 10 дней, через 10 дней она сказала, что панические атаки больше не появляются, но помимо всего прочего, она сказала, что перестал болеть копчик, перестал болеть пояснично-крестцовый отдел, улучшилось общее состояние, улучшилась энергия в утреннее время, подъем стал более простым, улучшилось общее состояние. У меня была недавно такая история. Я активно занимаюсь спортом, и один из моих друзей после спорта или после нашего там футбола или еще чего-либо утром проснулся, и из-за того, что мы знакомы, он позвонил и говорит мне: Андрей Андреевич, у меня очень болит шейный отдел. Вчера меня продуло, болит сустав на ноге, болит шейный отдел, что мне нужно делать, чем натереться и так далее. Я ему говорю: какие препараты у тебя есть? Он говорит: у меня есть только детский кальций. У меня ребенок принимает цитрат кальция, у меня других больше нет. Я ему говорю: выпей, какая дозировка там, 100 миллиграмм. Выпей там такое-то, такое-то количество этого препарата на ночь и съешь 1 чайную ложку меда на стакан теплой воды. На следующий день он мне позвонил и говорит: Андрей Андреевич, боли в шейном отделе и боли в колене, которые были у меня, нет.
Именно девочка сказала, которой я в свое время назначал кальций, она сказала, что Андрей Андреевич, применяя кальций, у меня появилось отвращение к кофе. Почему? Очень часто необходимость употребления кальция у нас связана с желанием употреблять кофе. А вы знаете, почему люди мел любят погрызть? Чем это связано? А это как раз говорит об анемии, низком количестве железа в крови, то есть необходим дополнительный ферритин. А говорят, кальция не хватает. Нет, в случае, если кальция не хватает, мы хотим кушать или нам хочется постоянно пить кофе, а также курить. В случае, если нам не хватает железа, то хочется погрызть мелок, облизать мелок и так далее. Также вместе с кальцием коэнзим Q10. Итак, вот таким образом можно помочь человеку. Кстати, сейчас осень, а осенью основные проблемы, которые связаны как раз с кальцием, недостает кальция. Также с щитовидной железой сейчас проблемы щитовидной. И на первое место необходимо ставить проблемы мозга. То есть сейчас очень сильно происходит обострение психические. Появляется бессонница, появляется нервное состояние, появляется беспокойство. Человек не может с этим справиться. Называется это осенняя хандра.